Всем привет, дорогие зрители, подписчики, а также гости моего канала. Весна в этом году стоит прохладная. В эту фазу развития нашего виноградного растения нужно обязательно провести обработку медсодержащими препаратами, такими как Home, Kosite, Pergado. Я на данную тему снимал видеоролик, кому интересно, можете пройти по ссылочке посмотреть. Данная обработка будет очень хорошим профилактическим методом от развития таких болезней, как антракноз и мильдю, так как, когда стоит прохладная погода, данные болезни себя хорошо чувствуют. Но прежде чем провести профилактическую обработку, мы должны провести обломку, то есть предварительную обломку зеленых побегов. Я хочу показать его на примере взрослого куста винограда Аватар, который в прошлом году я обрезал на, скажем так, среднюю обрезку на 4-5 глазков. Давайте посмотрим. Но прежде чем проводить, я хочу немножко его объяснить. В данном случае данный куст у меня находится на горизонтальной шпалере, который занимает 3 метра, состоит из вертикального штамба и 4 рукавов. 2 рукава в одну сторону, 2 рукава в другую сторону. То есть каждый рукав занимает примерно 1,5 метра. И она состоит из 4 рукавов. Окончательную нагрузку на зелеными побегами я буду делать примерно 45-50 зеленых побегов на данный куст. Таким образом, на каждый рукав попадается примерно 12 побегов. Давайте на примере одного из рукавов я покажу. Прежде чем обламывать зеленые побеги, мы должны сначала выделить те зеленые побеги, которые будут использоваться в дальнейшем для формировки. В данном случае нужно оставлять зеленые побеги, которые находятся как можно ближе к нашим рукавам, чтобы наши плодовые звенья сильно не удлинялись. Также в этот период нужно делать небольшой запас, так как есть риск механически обламывать наши побеги. Она может произойти и при ветре, и когда будем мы его подвязывать. И также данная формировка у меня расположена 15 сантиметров ниже от основной плоскости. Это сделано таким образом, когда наши побеги достигнут примерно 15-20 сантиметров, чтобы была возможность ее подвязать к нашему первой проволоке. Но это так, небольшие технические нюансы. Так, давайте на примере одного из рукавов я покажу. И также, почему важна данная обломка. Как известно, наши виноградные листья, когда достигают 50% от своих оптимальных размеров, они начинают вырабатывать больше пластических веществ при фотосинтезе и начинают его направлять к другим нашим органам виноградного растения. А пока наши листья находятся в меньшем состоянии, они потребляют больше, чем вырабатывают. И они потребляют все запасы, которые были накоплены в предыдущие годы. Поэтому каждый зеленый побег, который находится на нашем виноградном кусте, забирает такую ценную энергию. Так, давайте посмотрим. В первую очередь нужно обломать те побеги зеленые, которые находятся на внутренней части, скажем так, нашего куста. Этот рукав, у нас все зеленые побеги в дальнейшем будут располагаться в этой плоскости. Поэтому зеленые побеги, которые находятся, условно говоря, внутрь куста, мы его удаляем. Видим вот одну, вот вторую, вот точно так же третью, вот видим 4-я, 5-я. Вот мы их удаляем, они нам абсолютно не нужны. Следующий, нужно осмотреть первые зеленые побеги, которые у нас остаются для формировки на будущий год. И почему я делал обрезку подлиннее, чтобы была возможность выбрать наиболее лучшие побеги с лучшими соцветиями. Да, видим, у нас вот зеленый побег, который на следующий год будет использоваться при данной формировке. Его вот эту удаляем, потому что здесь видим ничего хорошего нету, никакого развития. Здесь видим соцветие, да, и в дальнейшем здесь видим тоже соцветие. То есть из вот этих двух побегов оставим наиболее лучший, у которого будет лучше сформирована гроздь. А остальные убираем, они нам уже не нужны. Также видим здесь с одной почки пошло двойник. Его тоже также удаляем. И здесь
видим, вот этот побег оставим, да, а этот можем тоже оставить. Из этих двух что-нибудь в этом положении останется. Точно так же видим, здесь у нас развивается зеленый побег. Он у нас примерно находится там же, на этом рукаве. Мы можем на следующий год его отрезать, а здесь формировать новое плодовое звено. И здесь смотрим на данном зеленом побеге. Здесь есть соцветие. Видим, и здесь есть соцветие. А здесь у нас соцветий тоже, здесь тоже есть соцветие. Да? Вот этот двойник удаляем. Из вот этих троих нужно будет оставить два, к примеру. Вот одно и второе. И здесь хорошее. Значит, мы вот это чуть поменьше соцветие удаляем. Из вот этих двоих оставим одно наиболее лучшее. Вот эту тоже удаляем. И вот таким вот образом в первую очередь оставляем те зеленые побеги, которые будут нам нужны при осенней обрезке, чтобы наши побеги не удлинялись от нашего рукава. Это все, что я хотел сегодня вам рассказать. Всем пока, до новых видео.